Приветствую тебя, обладатель ворона жены. Ну, или может ты хочешь ее прокачать и решил поискать на нее какой-нибудь гайдец. Что ж, ты попал по адресу, ибо для создания лютого гайдика мой глаз упал как раз на нее. Ну, и перед началом не могу не сказать про свой ТГ-канал, в который ты можешь залететь. Ну и остаться, конечно. Так же, как и паблик во ВКонтакте, где видики выходят чуть раньше, так еще и мемасы там присутствуют. Кстати, еще есть Twitch канальчик, на котором я провожу свои стримы. И, кстати, ты можешь приобрести там какое-нибудь прохождение бездны, если тебе, конечно, интересно. Также могу на персов твоих взглянуть там. Что ж, думаю, можно приступать. Фишля у нас off-field DPS чувиха, то есть наносит урон, пока находится в кармане. Начну с того, что физовой фишли тут не будет. Любителям физы передаю привет. Ролик можно закрывать. Ладно, что там талантики ее делают? Ешка призывает ворона, который в момент появления наносит электроурон по небольшой площади. Затем ворон будет пулять электротычками на протяжении 10 секунд. Ульта превращает нас в ворона, от чего скорость передвижения увеличивается. Один раз бьет молнией врагов, мимо которых вы пролетели. После окончания ворон остается на поле и все так же лупит врагов электротычками. Если вы призвали ворона навыком или ультой, то длительность ворона обновляется, а не увеличивается. Сам ворон, если что, тот же самый, что и в Ешке. Поэтому качаем ее в приоритете. Еще, кстати, по-умному можно нажать сначала ульту, чтобы она набирала энергию, а Ешка с вороном будет в запасе. Еще ненужный полет, который вам, вероятно, нужен не будет, можно прервать раньше, поменяв персонажа. Так вы собьете анимацию и оставите ворона поливать врагов. Ну, по прокачке я вам уже сказал. Ешка в приоритете. Так, там и пассивки же еще есть. Первое, при попадании по ворону, полностью заряженной стрелой от фишки, он создает грозу, наносящую электроурон по площади, равный 152,7% от урона стрелы. Вторая, если в присутствии ворона во время атаки ваш персонаж вызывает какую-либо электрореакцию, то противника ударит молния, нанеся 80% урона от силы атаки фишли. Третья уменьшает длительность экспедиции в Манштате на 25%. Посмотрим на ее консты. Первая, когда ворон не на поле, проводит совместную атаку вместе с фишель, нанося 22% урона от ее силы атаки. Вторая, активация Ешки наносит 200% урона, а его зона поражения увеличивается на 50%. Третья и пятая плюс 3 уровня в Ешку и ульту. Четвертая, при активации ульты наносит 222% атаки в виде электроурона окружающим врагам. По окончанию навыка фишель восстанавливает 20% здоровья. Шестая, увеличивает длительность нахождения ворона на поле, а также ворон атакует вместе с вашим активным персонажем, нанося электроурон, равный 30% от силы атаки фишель. Можно, думаю, и к артефактам перейти. На первом месте будет стоять золотая трупа. Полный набор сета будет увеличивать урон Ешки аж на 70%, так как фишка на поле стоять не будет. Так еще и ворон от ульты, напомню, все та же Ешка. Дальше идет набор из двух разных сетов. Это у нас 2 на силу атаки и 2 на электроурон. Бессмертная классика. Антиэлектросет тоже хорош. Может, вы фармили электро, но на анлаки собрали его. Также встанет 2 на силу и еще 2 на силу. Ну и на крайняк миллилит можно воткнуть. Что, если вы хотите играть с фишлей только в пачке с дендра? И на этот случай топ артов вам подскажу. На первом месте все так же будет стоять трупа. Дальше будет идти 2 на электро плюс 2 на мастерство, либо 2 на силу и 2 на электро. Также еще есть полный набор по золоту и полный электросет. Ну и последний это антиэлектро. Какие статы мы ищем в артах? Часы на атаку, либо на мастерство. Зависит от того, какая у вас фишля и в какой пачке. Кубан на электроурон и корону на крит урон, либо крит шанс. Не забываем про баланс критов 1 к 2. В подстатах ищем криты, атаку процент, мастерство, восстанову и атаку без процента на крайняк. Какие оружки мы можем дать нашей фишле? Сверху вы можете увидеть оружки, которые подойдут фишле без дендра, ну или вам вообще пофиг. Снизу же вы видите оружки, которые встанут на фишель в агровате, то есть в отряде, где только дендра. Начнем сверху. Полярка. Нужно будет дать быструю тычку и заряженную перед тем, как вызвать ворона, чтобы набить стаки. Аква даст критов и накинет урон, если стоите рядом с врагом. Небеска, громовой пульс с ней наравне. Амос и наравне с ним охотник во тьме, который на 5-й пробуде почти будет равен небеске и пульсу. БПшный лук. Затем элегия, которая даст бафчик. Сумерки, стринги, которые на 5-й пробуде тоже хороши.
может даже сильнее, чем Амос, Охотник и БП Лук, но только если фишля вызывает реакцию. Ну и прототип напоследок докинем. Перейдем к нижней части. Полярка, Аква и Тропы. Вот топ-3 пушки для начала. Затем идет Небеска, а наравне с ней Пульс, Стринги и за ними БП Лук, который равен Охотнику во тьме, Ода Анемонии наравне с Сумерками. Ну и Рогаточка напоследок. Также та информация, которую я назвал к верхним оружкам, то есть то, что Стринги на 5-й пробуде тоже хороши, может даже сильнее, чем Амос. К нижней части тоже относится, конечно же. Теперь на ваших экранах смешная нарезка бездны и пачки, до которых мой мозг смог дойти. Дендра уже как классика, что с нее взять? Влепи лайк и оставь комментарий. Буду признателен. Также можешь подписочку на канал оформить. Вот, глянь на эту стату. Помоги ее исправить. Дискорд, Телеграм и группа ВК. Все можешь найти в описании под роликом. Ну и конечно, мои прошлые ролики можешь тоже глянуть. Спасибо за просмотр. А я пошел писать новый гайд. До связи, ребятульки. Муа.